Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Рак на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 марта. Давайте узнаем, что по судьбе в этот период. Астрологически же это у нас период ретроградного Меркурия вплоть до 20 марта, хотя много энергии рыб. А рыбы – это нет четких границ, это наоборот всегда отсутствие он их, или когда много эмоций, вот эмоции, именно ваш знак зодиака, могут где-то накрывать. Так что происходит? Давайте с вами разберемся. И март вообще это у нас месяц, когда прошлое возвращается для того, чтобы окончательно завершиться. Поэтому это еще и ретро-меркурий, который нам может давать как возврат какой-то прежней ситуации, причем той, которая, может быть, сложилась на конец февраля. Внимание, потому что 28 число февраля это у нас было как и первый день, когда петля Меркурия создавалась, ну или он в обратном движении начал двигаться. Хоть это и оптическая иллюзия, но тем не менее мы всегда рассматриваем ретро-Меркурий. Но это еще та дата, когда был парад планет. Поэтому какая-то ситуация словно достигала пика. И таки достигла. Поэтому для нас, как, знаете, сложилась какая-то обстановка в той или иной сфере жизни, когда вот дальше оно не пойдет. Тут нужно что-то переиграть, тут нужно что-то исправить, изменить для того, чтобы жизнь началась с правильной ноги. И это одновременно в этот период закладывается фундамент совершенно нового жизненного цикла. Будьте внимательны к знакам, особенно вы, потому что интуиция будет вам давать правильные подсказки. Иными словами, можем думать, что какая-то мистика, а на самом деле вот чуйка у вас работает очень хорошо. И закон кармы, он все-таки присутствует, это как причина и следствие. Поэтому давайте рассмотрим выпавшие карты, их значение с позиции позитивной психологии, ну и здравого смысла тоже. Первая колода 78 дверей, открыты двери или закрыты. Достанем 3 карты, 3 знака судьбы. Или что вот по судьбе. На чем карты акцентируют ваше внимание. Итак, первый знак судьбы, второй знак и третий. Что же там по судьбе? Какие вопросы? Дополним. Если мы говорим из прошлого, и ретро-меркурий часто ведь, когда, знаете, поломка происходит, какие-то приборы выходят из строя, да, или вот, ну, что-то не идет. И явно были, опять же, закон кармы, были к этому предпосылки. Но мы подумали, ай, как-то оно разберется, или так оно всегда было, вечно барахлило, ну и работало, может быть, долго, да, вот у кого-то даже так. А тут ведь может быть еще и другая история, потому что по ретро-меркурию сбой информации или сбой каких-то прежних договоренностей. Вот он тоже может быть. Но давайте мы узнаем, что же там неожиданно из прошлого. Вот такую первую карту достанем. Или в том, чем вы, как вам казалось, поставили точку, а оказалось и вовсе не точка, а продолжение следует. И что случится скоро совсем, или скоро произойдет, как в ближайшие дни, в ближайшее время. Ну и отдаленное будущее. К чему это все идет? Зачем все это было нужно? Достанем с вами 3 карты по основным сферам жизни. Что ждет в личной жизни, в любви, взаимоотношения в целом? Что ожидается по финансам? С 10 по 20 какая история? И что же вас ждет? Ваши планы, ваши достижения, ваша работа, учеба у кого-то. А может быть, это связано с документами или с какими-то важными персонами, встречами, контактами. Итак, первый знак судьбы. Вот, видимо, я колоду перевернула, точно. Вот смотрите, какое-то ожидание дважды. На дне колоды семерка пентаклей. Нам как будто 2 карты говорят: ты там заждался что-то или кого-то, как будто пора уже принимать решения. По четверке кубков это знаете как? С одной стороны, это могут быть такое ощущение: мне все надоело. Пейзаж не меняется, да? Вот весь пейзаж, он как будто в телевизоре. Что-то нам говорят, что-то мы слышим. Вот опять же, вот это слово "что-то", да? Но нет конкретики, нет какого-то понимания. Вот у вас явно есть какой-то вопрос или сюжет жизненный, который вам нужно прояснить. На кону деньги. У кого-то денежный вопрос. Вы ждете, что он решится, а он не решается. Для вас, тем не менее, есть возможность выйти из какого-то застоя, выйти из финансовой бреши. Но для этого вам нужно делать очень сложный выбор.
Прекратить, по крайней мере, ожидания — это точно. Ну, как в поговорке: "Если ты не вожак, то пейзаж не меняется". Вожак — это вы. Тут нужно решение и решимость сделать первый шаг. Причем я в своих раскладах иногда говорю, ну, для тех, кто читает мои публикации на моем сайте, у меня там есть 2 статьи. Вот, кстати, перейдите, прочитайте, может быть, подсказок будет больше. 1 — это "Коридор возможностей", 26 год, и "Петля реальности". И я часто говорю, что мы сейчас находимся как между двух зазеркалий. Зазеркалье прошлого и будущего. И когда нам в прошлом, может быть, хотелось осуществить какой-то проект, к примеру, да, так в целом. Но потом так сложилась жизнь, мы поняли, да нет, да бог с ним, с этим проектом, не до этого, и как-то куча других дел, каких-то возможностей. Или даже, может быть, вы пробовали, что-то не пошло. Вот здесь вам может вернуться эта история заново. Это может быть у кого-то даже мечта, мои дорогие. Мечта — то, о чем вы всегда хотели, мечтали. И это вот теперь оно очень близко к реальности, но от вас потребует чутких действий. И где-то перестроить свой график жизни, видоизмениться самому. Вот тут, правда, что-то меняется, но мы говорим, тут ведь не если мы говорим: "Я подожду", что там изменится? А тут ведь не то, что, как будет, меняться само по себе, а нам нужно самим измениться, изменить какой-то подход к какому-то вопросу или, может быть, даже как мировоззрение, взгляды на жизнь. И в тему эта карта, потому что, смотрите, художник изобразил монахиню. И мы с вами знаем, прежде чем принять монашеский постриг, явно у человека в жизни была какая-то очень сложная болезненная ситуация. И, скорее всего, об этой ситуации не знает никто. Это глубоко в вашей душе. Есть какой-то такой мощный триггер, может быть, много лет тому назад, от которого именно вот сработал какой-то механизм, когда вы, ну, как пошли, может быть, не по той дороге. Или дорога была та, да, но это вы над собой очень большое усилие сделали, чтобы себя на что-то уговорить. Или как-то вам было это сложновато, вот как это, опять же, монахиня. Девушка, женщина, точнее, все же она в зрелом возрасте, она нам показана уже, ну, прошла какой-то жизненный путь, опыт имеет, и уже ее жизнь явно как-то устоялась. Но, может быть, именно она когда-то мечтала о дружной семье, о том, чтобы много смеха детского было, да, о детях мечтала, может быть, много детей. Но вот жизнь сложилась совершенно как-то по-другому. И вот теперь ей пространство вот как между двух зазеркалий. Словно она слышит плач младенца, понятно, открывает двери и видит вот это кроха среди холода и луж. Мы с вами понимаем, что она внесет его в дом. А вот что будет дальше? Вот вы сейчас определяетесь, что будет у вас дальше. И вроде бы наш период, подумаешь, 10 дней, правда, кажется, ну, это очень такой короткий эпизод в истории. А на самом деле от того, какое решение вы примете, будет зависеть ваше благополучие. Вот дальше либо сама будет воспитывать, либо отдаст приемным родителям. Вот какой-то такой, знаете, квинтэссенция, какое-то противоречие, которое было долгое время, у вас здесь должно быть устранено. Тут действительно решить и решиться. Будьте готовы к этому. Сложный выбор. Второй знак судьбы. Но вот смотрите, вы как маги-волшебники, вы знаете кодовое слово. Чуйка работает, это точно. Здесь в тему вы можете получить какое-то известие, вы можете получить какой-то документ, правда, достичь полного равновесия, получить то, что вы когда-то мечтали, желали, может быть, для вас и потребуется вот всего-то, да, приложить усилия или сделать первые шаги в каком-то решении вопроса, дела, темы, сюжета. И неважно, у кого-то документы, у кого-то это вопрос именно финансов. Тут главное не бездействовать, а себя поставить или сориентировать на то, что присутствует в вашей реальной жизни. От этого будет зависеть. У кого-то вопросы любви, благополучия, у кого-то финансов, посмотрите, получение денег. Вот здесь вот тоже может что-то, ведь для вас, в принципе, это может быть какая-то бумага даже, пусть бумага, документ, ну, допустим, или история. А про основы этой истории или уходит она как корнями в какую-то финансовую либо ситуацию, либо в сложившуюся,
но тоже какой-то сюжет. И мы как будто можем вернуть деньги, или мы можем заработать деньги, можем изменить что-то с работой, даже так, да? Или какие-то вопросы по части недвижимости, жилья. Вот есть, явно какая-то тема в вашей жизни. Ну, тут может быть разное совершенно, ну, как соединение нескольких сфер жизни, потому что у кого-то это и личная жизнь может проиграться, но вы именно теперь для себя выстраиваете новую точку отсчета. У нас много очень, как я уже сказала, вот именно водной энергии, потому что у нас получается Солнце до 20 числа в Рыбах, Венера, кстати, 7 марта. Будьте вот внимательны, кто смотрит расклад несколько раньше, да. Он буквально выйдет 2 марта. И 3 числа, 3 марта, у нас полнолуние в Деве. Дева– критическое мышление. И это не то, обычно мы говорим, полнолуние– это что-то завершается. Да нет, а у нас тут со всеми планетарными транзитами, наоборот, что-то возвращается. Или именно для того, чтобы мы реструктурировали, переделали, что-то переиначили. И потом активная фаза идет вплоть до новолуния в Рыбах, до 19 марта. Поэтому слушайте 7 марта подсказки собственной души. Но и должна сказать, что Марс у нас планета активности, жизненной энергии, тоже находится в Рыбах, представляете? Поэтому, но для вас, хоть и много эмоций, но для вас это какое-то альтернативное решение. И помогает, как ни странно, в это время нам Венера, потому что Венера, несмотря вот на все эти противоречия планетарные, ну, которые так отыгрываются на нас, Венера находится в знаке зодиака Овен 6 марта и будет там до конца марта. Поэтому до конца марта вы можете устранить какую-то путаницу, неразбериху в своей жизни. И где-то с 11 числа вам буквально Юпитер будет помогать, потому что он переходит в прямое движение, а до 11 он еще находится в обратном. Поэтому вот и возврат каких-то сюжетов, как будто нам не избежать. Третий знак судьбы. Завершай. Мне очень нравится, да, я надеюсь, все правильно понимают, что это не про смерть. Эта карта редко проигрывается с физиологическим таким переходом, состоянием. Эта карта будет свидетельствовать о том, что какая-то ситуация достигла пика. Она стремится к завершению. Или она уже, в принципе, когда-то завершилась, но она сохранялась в ваших мыслях. Поэтому рационализм какой-то. Двери открыты. Мои дорогие, посмотрите, нет закрытых дверей во всех выпавших картах. И даже в этой четверке кубков дверь, тут нам дверной проем показан, да ничего не держит человека. Но мне очень нравится, вот как знак судьбы, я даже не буду доставать дополнительных карт, потому что тут явно у каждого своя жизненная история в той или иной сфере жизни, а у кого-то все вместе переплелось. У меня есть колода ангелов-хранителей, кто смотрит мои прогнозы давно. И там 13-й старший аркан просто называется Лашарандары. Отпускай. Вот есть что-то вам, что вам нужно просто отпустить. Так что же там неожиданно из прошлого, в чем вы поставили точку, а оказалось, продолжение следует. Вы да что-то действительно, вот как должны завершить какое-то ожидание. Причем так рационально. Как отряхнуться от прошлого, мои дорогие. Но это опять же выбор. Вот выбор, причем старший аркан. С кем-то договариваться вам придется. Может быть, и есть какая-то тема, которой страшно подступиться. Посмотрите, вот действительно вы закладываете фундамент будущего. Уже новый сюжет у вас на пороге. Уже новые возможности. Но мы как будто не можем, да, вот этот порог переступить, пока мы окончательно не разберемся с какой-то прошлой, причем затянувшейся историей. И вот всего лишь, да, первое действие, и как высшие силы вам помогают, чтобы получился этот прогресс, чтобы у вас была возможность выйти как будто из небытия. Тут, правда, на какие-то очень важные вехи решаются в течение марта. И я бы сказала, Венера вам, мои дорогие, помогает. Тут отчасти вам и Марс где-то тоже помогает. Но, повторюсь, да, эмоций много. Это, знаете, как сезон мягкого пробуждения, но с глубоким осмыслением. Что же там в ближайшие дни, в ближайшее время? Ну, опять же, выбор.
очень сложный, как будто 7 чаш, а нужно одну. Иногда это карта иллюзорного успеха. Но мы можем будет желание, смотрите, и я еще подожду, и я еще отсижусь, и я еще вообще ничего не буду менять. Тогда нам будет 16-й старший аркан говорить: "Нет, не получится", потому что будут те события, которые связаны либо с переменами в жизни людей, которые вас окружают, либо эта окружающая обстановка тебя все равно будет заставлять что-то видоизменить. Для кого-то из вас выйти из одиночества, мои дорогие, аркан-отшельник. Я должна сказать, ведь все 3 карты нам о чем говорят? Вот выбор мы сказали, да? Так вот тут уже, знаете, как на кону сами по себе какие-то повороты судьбоносные. Мы не можем что-то как сбросить со счетов и сказать, что не, этого не происходит. Завтра все вернется на круги своя. Не вернется. Перестройка законов идет, например, да? Перестройка нашего даже мировоззрения. Но самое главное, по аркану отшельник. Никто не мешает. Обожаю эту карту. Потому что когда вот я, честно, когда я задумала себе какой-то план, и выпадает аркан-отшельник. Да, надеяться нужно на самого себя, но ведь это жизненный путь, когда нет преград. Эмоции здесь тоже это карта независимости. Отшельнику фиолетово, кто там что думает. Или какие-то, знаете, он как не реагирует на, допустим, на какую-то лесть. Или кто-то там ему пытается так дифирамбы петь, да, он понимает, что люди врут. Точно так же, если кто-то колкости и едкости какие-то через слова пытается донести, а ему тоже все равно. Сколько людей, столько и мнений. Вот будьте, ведь это, по сути дела, мудрец. Поэтому тут действительно увидеть, что как причина и следствие какая-то ситуация, но все-таки нужно с этим разобраться. И это в ближайшее время. Но вот мне хочется все же спросить, а с чем это связано или какая сфера жизни? Деньги и личная жизнь, мои дорогие, конкретно. Где-то мы с вами говорили, и я должна сказать, что когда в моем раскладе на разных колодах совпадают 2 карты, это само по себе знак судьбы. 2 девятки чаш или кубков. Они говорят, вообще эта карта, ну, иногда мы говорим карта эгоиста, да, я, по крайней мере, так называю, но ведь это карта финансового благополучия, карта достатка, карта нашей какой-то твердой, знаете, незыблемой позиции, а деньги – это один из способов взаимодействия с миром. Поэтому для кого-то, именно разрешив финансовую историю или сделав первый шаг как навстречу, придав самому себе, может быть, решимости на этот первый шаг, мы сможем выстроить вот не просто в подушку безопасности, тут будет явно что-то продолжено с хорошим ключом или с хорошими какими-то посылами на будущее, с прогрессом, мои дорогие. Поэтому, может быть, вам действительно всего лишь нужно словно из 7 чаш вот сделать один какой-то выбор. И ведь по этой карте идет прокрастинация. Какая-то прокрастинация должна быть просто молниеносно, может быть, даже закончена. А для кого-то из вас может совпадать этот период, когда вас самих, ну, как осенило, да, или инсайт, "Елки-палки, что я тут сижу, жду, да тут уже ничего не дождусь". И вы знаете, о, магия. Вот здесь магия в отношении вас работает на 1000%. Почему? Потому что ваш знак зодиака, вы можете, вы очень добрые люди, вы можете долго раздумывать. Вы 1000, миллион, может быть, раз подумаете, а вот те, кто рядом со мной, а все те вот отношения. Так вот, чтобы было всем гармонично, чтобы всем было как-то тепло, уютно, хорошо. И вы часто забываете о себе. Но стоит только, наверное, о себе вспомнить, о какой-то своей миссии. И, о чудо, откуда берутся энергии, откуда берутся желания быстро что-то переделать, не упустить, вот именно не упустить. Вот себе дайте такой девиз: "Я сейчас не должен что-то упустить". И вот когда это слово иногда, пусть не на всех, но на кого-то может именно как магия. Елки-палки, может быть, и не хочется вот чем-то заниматься или не хочется в какой-то теме участвовать. А если просчитаю: хорошо, от противного. А если действительно какой-то вопрос будет для меня иметь значение, что вот я прямо сейчас упускаю? Или как это потом история может откликнуться? А если еще что-то будет меняться? Я думаю, все равно какие-то подсказки будут, потому что вы очень мудрые и добрые. Но в данном случае вот эту доброту
нужно применить к самим себе. В отдаленном будущем к чему это все идет? К радости, к хорошему настроению. Вы действительно себе скажете спасибо. У вас решится какой-то вопрос, причем рационально. Может быть, вам говорят, что для вас потребуется консультация. Может быть, как налогового инспектора. Может быть, по этой карте у кого-то и врача. Я такое тоже не исключаю. Ни одна карта не говорит, что вы болеете, но тем не менее. Может быть, тоже долгое время вы там надумали бог весть чего, да, а объективно, всегда об этом говорю, оценить ваше состояние здоровья может только врач. У кого-то из вас это буквально отправиться к чиновнику, отправиться к адвокату, юристу, понять, как работает закон. И там, где вы думали, патовая ситуация, вы увидите как минимум 6 возможностей. Точно. Вы сейчас обладаете великой магией, мои дорогие. Вы со всеми можете договориться. Поэтому только сделать первый шаг, и будете видеть, вы просто будете чувствовать в себе больше силы. Причем приток жизненной сил, энергии на смену вот этой четверки мечей. И всегда у нас по аркану нулевому желание видеть мир, желание путешествовать. У кого-то такое может быть триггер. Работать может быть из любой точки мира. Но и активность, оптимизм, жизненные силы. Что ждет в личной жизни, в отношениях? Какое-то важное решение, мои дорогие. По тузу жезлов вы можете получить даже какое-то известие, но ведь это всегда карта шанса. У кого-то тоже выбор. Всегда туз жезлов делит нашу жизнь на период до и после. Праздник после победы, мои дорогие. Но все где-то строится либо через диалог, и неважно, с чем это будет связано. Пусть даже здесь фигурируют документы, а у кого-то это касается жилья. Мы часто говорим по четверке жезлов, это именно вопросы дома. Да не для вас ничего невозможного. Не то что победа, так еще и праздник. Поэтому, ну вот, как-то подумайте. Я думаю, тут подсказки были, скорее всего, в первых картах. Что же ожидается по деньгам? Вот смотрите, вторая карта. И причем как 2 девятки кубков или чаш и 2 старших арканов тринадцатых смерть. Перерождение, тут так и написано. Как будто ваша звезда уже на восходе. И явно есть то, что по деньгам и само положение карты, да, что ожидается в финансах. Тут надо что-то кардинально быстро переиграть. Принять какое-то важное решение по части финансов. Может быть, я не исключаю для кого-то из вас, как нужно что-то доизучить или отправиться к какому-то специалисту, кстати, я не исключаю, либо себя словно подготовить, а ведь и правда, все будет меняться, мои дорогие. И в том числе, как взаиморасчеты совсем скоро будут меняться. Вот эти новые цифровые технологии, ну, где-то и не обойдется без искусственного интеллекта, может быть, какие-то сервисы нам придется усвоить или разобраться вот в чем-то, или какую-то новую систему взаиморасчетов, может быть, на работе что-то будет меняться. Но вот посмотрите, здесь вот какое-то важное решение по части именно финансов вам предстоит сделать. И есть то, что мы должны отпустить. Может быть, пересмотреть ваше участие как помощь, кстати. И мы знаем, сэкономил, 2 раза заработал. Ну, у вас так точно сэкономил 2 раза, заработал, так и хочется сказать. Хочется сказать, что есть какая-то ваша, ну, вы знаете, это как вы кому-то дали индульгенцию, и она, по идее, это уже должна была закончиться, или какой-то бонус безвременный, когда вы кому-то помогали. Тут может, знаете, даже как в обстоятельствах судьба на вас давить буквально, чтобы вы приняли какое-то окончательное решение. Правильная работа с информацией, правильное распределение денег. Вообще это бизнес-вумен. Ну, даже для вас, мои дорогие мужчины, может быть, и правда связано с женщиной какой-то, да, вот ситуация именно финансов, когда вас снова и снова что-то отбрасывает назад. Вот подумайте, здесь нельзя какие-то лишние траты делать. Может быть, эта женщина принадлежит к знакам зодиака стихии огня, Овен, Лев, Стрелец или имеет там асцендент, а может быть, это для кого-то страстная любовь. Вы как будто боитесь кому-то отказать. Тогда вы отказываете себе. Что ожидается по финансам? Ну, наверное, не стоит дальше продолжать. Все карты говорят. Вот явно уже
Знаете, как поезд приехал в тупик, да, и дальше он не пойдет. А чтобы он пошел, это нужно либо вот от какого-то груза буквально освободиться, или вам как пойти в другом направлении. Это карта усталости. У кого-то будет именно ваша помощь, от которой вы устали. Ваша помощь. Кому-то хорошо, а вам не очень. Что же ожидается? Вы знаете, вот тут самое главное нужно понять, что вы кому-то помогали, а благодарности не будет. Кто-то из вас ждет, ну как вот я ж столько сделала или сделала, но ведь должно быть какое-то правильное такое благородное взаимодействие. Кто-то из вас именно по финансам ждет проявления благородства со стороны другого человека. Может быть, это и руководитель, кстати. А может быть, это и по части именно вашей помощи. Вот здесь, понимаете, карта искаженного восприятия говорит о том, что мы ничего не дождемся, мои дорогие. Ладно? Но мне на финансы хочется достать карту совет. Как вам поступить? Как быть? Извечный вопрос. Нам снова десятка мечей и изящное завершение. Умей кому-то сказать «нет». Не потрать деньги в пустоту, в никуда. Они тебе скоро пригодятся. И вот эти две карты как раз и говорят, что у тебя, к примеру, поступят деньги, или ты решишь какой-то вопрос, или ты не можешь решить свой финансовый вопрос, потому что ты себе постоянно какую-то финансовую яму выстраиваешь. Ты неправильно распределяешь именно финансы. Я не знаю, почему у вас такой расклад, мои дорогие. И я надеюсь, это проиграется не для всех. Но ведь, боже мой, тут даже не надо знать карту Таро. Вот посмотрела, все понятно, правда? И вот именно вы свои проблемы не можете решить, потому что вы все время, да, прямо это давно, это явно, тут Меркурий ни при чем, тут что-то длится, я бы сказала, у кого-то годами. И нам просто говорят, да завершай ты уже наконец, если ты хочешь быть словно победителем в этой жизни. Но по части ваших планов, важных встреч. А тут у вас сложится такая ситуация, когда, может быть, это высшим силам надоело, и вы можете получить известие, когда вам срочно, не теряя, может быть, времени, а то и не минуты, вам придется совершить какую-то поездку. Вы можете получить какой-то документ или известие. Вы вынуждены будете перестраивать себя, быстро включиться в какой-то вопрос, быть легкими на подъем, с кем-то договариваться, может быть, отчасти и соглашаться. Вам словно придется какой-то период сидеть между двух стульях и туда, и сюда. Вот это совершенно необходимо. Рассматривать какие-то новые варианты выхода из создавшейся ситуации. Снова карта говорит. Вот как я только что сказала по финансам, вот то же самое, это где-то на дела, на ваши задумки, ваша нирвана, да, вот очень хорошо в этой колоде семерка жезлов. Я часто говорю, что нам нужно отступить полшага назад именно от тех где-то персонажей или тех просьб, нашего участия в разных вопросах, которые нам не нужны. Поэтому и девушка вот свой дзен сохраняет, а ее пытаются достать. 7 жезлов вас будут пытаться достать. Ну, может быть, и 7 человек. Вас могут пытаться словно рвать в разные стороны. Будьте к этому готовы. Вы именно кому-то должны сказать «нет», а может быть и уйти по-английски. Я такое тоже не исключаю. Почему так говорю? Потому что по этой карте, ну, по-английски это не значит хлопнув дверью, а это значит мы выходим из какого-то противоречия. Мы просто, вот как этот отшельник, мы ни с кем не спорим. Но, может быть, и есть те вопросы, когда вы сами скажете: "Это пошло оно всё". Махнете рукой и скажете: "Я больше в этом не хочу участвовать, мне это уже надоело". Точно, тут люди могут хитрить. Как хитрили раньше, так хитрят и теперь. Тут какие-то, знаете, правда жизни какая-то. Мои дорогие, я вас так люблю. Правда, ну, правда люблю. Потому что вы добрые люди, вы настолько душевные люди. Вот на кой, хочется спросить, вам какая-то жизненная метаморфоза. Но по семерке мечей ведь карта вора. Вы понимаете, вам нужно именно на работу, на документы, на важные встречи. Тут и люди будут изворачиваться, как уж на сковороде. Поэтому
Примите это где-то к сведению. Тут нечего чудес ждать, понимаете? Но это у вас сейчас сильная позиция. Люди вам будут доносить, врать вам, как врали, так и врали. Я вам буду продолжать. Извините, называю вещи своими именами. У меня уже прямо красноречие какое-то открылось. По семерке мечей, если мы сказали, карта обмана, карта вора, а по пятерке жезлов это человек, тот, который много обещает, но ничего не делает. И не потому, что он даже задумал хитрый план. Это есть какая-то, знаете, эмоциональная незрелость, безответственность, может быть, даже так. Потому что это типаж-то тех людей, которые, да, им все интересно, но он себе задает вопрос, или она, неважно. Сегодня, допустим, хорошо, вот я сейчас кому-то что-то пообещала или там пообещал, да, а вот через 5 минут, через час, через 2, бац, что-то происходит, и приходит какой-то новый интерес, и она забывает. А вас забывают именно потому, что уже вообще это выпадает где-то из, концентрации внимания у человека. Поэтому люди, которые вот либо через незрелость, либо через хитрость, которые вас окружают, они вам создают путаницу, ну вот снова. И это влияет и на финансы, мои дорогие, это влияет как-то и на работу. Поэтому совсем разобраться нужно. Ну вот слушайте свою интуицию. Отчасти эти 2 карты, как отшельник и верховная жрица. Молчание умейте хранить. Умейте пользоваться таким психологическим приемом, как пауза. Вы явно вам он будет очень полезен, как и в вопросах денег, так и в вопросах каких-то решений, согласований. Где-то будьте внимательны, потому что если вы отправляетесь в инстанции, о себе много не рассказать. Это карта молчания, опять же, как отшельник. Полшага назад или, как мы говорили, где это у нас попало тут? Вот, дзен. Так вот, психологический прием касается того, что представьте, вы пришли к чиновнику на прием или к какому-то официальному лицу, руководителю, или пусть это банально, есть какая-то персона, с которой вам нужно поговорить очень внимательно. И вы уже настроились, вы хотите свою мысль донести максимально понятно и ясно. Вы ее изложили, человек слушает и молчит. Так устроен человек, да, и психология наша человеческая, что когда мы слышим в ответ молчание, мы думаем, о, наверное, что-то не то сказала, или плохо изложила, плохо изъяснила, дай-ка поясню. И мы начинаем добавлять какие-то подробности. А человек снова молчит. Мы думаем, не, наверное, не понял. Ну-ка, дай-ка я еще там поподробнее что-то ему объясню. И вот за шагом мы втягиваемся в какую-то, непонятную, вот и когда тянуть волынку, говорят. Вот и это то же самое. Мы втягиваемся в тот вопрос, который не нужен, а самое главное, проболтались о себе больше, чем следовало. Вот пользуйтесь этим приемом. Он для вас на 1000% работает. По крайней мере, видимо, в период марта, мои дорогие. Почему? Вам это будет помогать не включиться в ту тему, которую вам не надо, не участвовать в том деле, которое для вас оно никаких бонусов не принесет. Оно вам поможет, вот как само по себе такая вот активность действия, да, уметь хранить паузу, договориться со сложными людьми, которые тоже могут знать правила психологии и где-то эту паузу вам устраивать, или задавать вам вопросы встречные. А что же мне делать? Ну, это ж твое дело. Вот ты и думай, что ты будешь делать. Понимаете? И мы ведь часто эмоционально, когда включились уже в какую-то тему, и вдруг нам задают этот вопрос, да что же мне делать? А мы уже на эмоциях, мы уже переживаем, мы уже внутренне проживаем ту жизнь, которую человек нам рассказал. А по факту твоя же жизнь, и ты сам должен решать, что делать. Ну, вот такой непростой расклад у нас получился. Я надеюсь, какие-то подсказки у вас все-таки будут. Перекладывайте на себя. Пусть в вашей жизни будет все хорошо. Помните, что да, пусть этот выбор очень сложный, но у вас на кону ваше благополучие, изобилие, процветание. Это изобилие, процветание по 2 картам девятки, но 2 карты 13, которые говорят «отпускай». Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, все ссылки в описании под видео. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.